Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию меховой сумочки кроссбоди. По размеру сумочка получилась высотой 24 сантиметра и шириной 25 сантиметров. Длина ремешка 85 сантиметров. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также Instagram и TikTok. Делитесь вашими видео и фото. Желаю вам приятного вязания! Материалы для вязания сумочки. Нам понадобится пряжа Yarnart Jeans Plus 2 мотка. В каждом мотке 100 грамм 160 метров. Пряжа наполовину состоит из хлопка и половина акрил. Пряжа Yarnart Mink 3 мотка. В одном мотке 50 грамм 75 метров. Состав полиамид. И фантазийная пряжа, которую я покупала на Тему, в одном моточке примерно 50 грамм 20 метров. Этого как раз достаточно для вязания клапана сумки. Крючок 6 миллиметров для основного вязания крючком и также крючок 4 миллиметра. Из фурнитуры нам понадобится замочек для сумки. У меня это облегченный замок с креплением на зубчиках. 2 колечка диаметром 30 миллиметров. Это внутренний диаметр. Они понадобятся нам для крепления ремешка. И также для ремешка нам понадобится 2 карабина. Отверстие 20 миллиметров. Эту фурнитуру можно приобрести в магазине на Валберес. Ссылку оставлю в описании. Пластиковая канва. Примерно длина 41-42 сантиметра и ширина 17 сантиметров. Начинаем вязание крючком сумки. Мы берем сразу 2 нитки пряжи Yarnart Jeans и 1 нитку Yarnart Mink. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 14 петель. Вяжем крючком первый ряд, пропускаем первую петельку, вводим крючок за заднюю полупетлю второй петельки и вяжем крючком столбиками без накидов 12 столбиков без накида. Последний стежок вводим крючок и вяжем крючком 3 столбика без накида в одно основание. Давайте сразу маркерами отметим места прибавок для следующего ряда. Последние связанные 3 петли мы отмечаем маркерами. Переходим на другую сторону
И сразу прячем кончик нити внутри петель, вяжем крючком 12 столбиков без накида. Закончили 12 петель. Наверху остается один последний стежок. В него вводим крючок и вяжем крючком 3 столбика без накида в одно основание. Эти петли также отмечаем маркерами. Закрываем первый ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю, делаем соединительный столбик и одну воздушную петлю. По окружности у нас должно получиться 30 петель. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок сразу же в эту же первую петлю под верхние полупетли и вяжем крючком 12 столбиков без накида. Далее мы убираем первый маркер и на его место вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Затем ставим маркер на первую петлю из двух. Эта петля у нас обозначает, что в следующем ряду в нее мы вяжем крючком прибавку. Убираем маркер со следующей петли и в нее тоже вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида. И точно так же отмечаем маркером первую петлю из двух. И делаем последнюю третью прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. И в первую петлю ставим маркер, отмечаем место прибавки в следующем ряду. Переходим на другую сторону, вяжем крючком 12 столбиков без накида. Осталось сделать еще 3 прибавки. Убираем маркеры и делаем прибавки и отмечаем маркером петли точно так же, как с другой стороны. Закрываем второй ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю, делаем один соединительный столбик, одну воздушную петлю.
По окружности у нас получилось 36 петель. Вяжем крючком третий ряд. Всегда вводим крючок под первую горизонтальную петельку. Вяжем крючком 12 столбиков без накида. Убираем маркер и в эту петлю вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание, в следующую петлю 1 столбик без накида. Последнюю петлю отмечаем маркером для прибавок следующего ряда. Точно так же на месте следующего маркера мы вяжем крючком прибавку 2 столбика без накида в одно основание, затем 1 столбик без накида. И последнюю петлю отмечаем маркером. И делаем последнюю прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. И в следующую петлю 1 столбик без накида. Последнюю петельку вводим маркер, отмечаем для прибавок следующего ряда. Продолжаем. Вяжем крючком 12 столбиков без накида. Делаем последние прибавки. Первую петлю 2 столбика без накида в одно основание. Во вторую петлю 1 столбик без накида. Отмечаем третью петлю. Далее опять в первую петлю 2 столбика без накида и затем 1 столбик без накида. И отмечаем третью петлю. И последняя прибавка. 2 столбика без накида в одно основание и 1 столбик без накида. И мы отмечаем последнюю петлю. Закрываем третий ряд. По окружности получается 42 петли. Вяжем крючком четвертый ряд. От начала ряда провязываем крючком 14 столбиков без накида. Затем переходим к прибавкам. Вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Маркеры не ставим, потому что в следующем ряду мы будем вязать крючком без прибавок. Далее 2 столбика без накида по одному. Далее опять прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Затем 2 столбика без накида по одному. И в последнюю отмеченную петлю вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону. Здесь вяжем крючком 14 столбиков без накида. И снова делаем прибавки. 2 столбика без накида в одно основание. Затем 2 столбика без накида по одному. Убираем следующий маркер. 2 столбика без накида в одно основание. И далее 2 столбика без накида по одному.
И убираем последний маркер, и это последняя петля. В нее мы вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Закрываем 4-й ряд. По окружности у нас 48 петель. В следующем ряду вяжем крючком без прибавок 48 столбиков без накида. Мы закончили, связали крючком 48 столбиков без накида. И у нас остается последний 6-й ряд с прибавками. Давайте вместе расставим маркеры на прибавки. От начала ряда 15 петель, затем двойная, 3 одинарных, двойная, 3 одинарных, двойная. С другой стороны 15 петель, двойная, 3 одинарных, двойная, 3 одинарных и на последнюю петлю двойная. Итак, вяжем крючком первые 15 петель. Далее вяжем 2 столбика без накида в одно основание, затем 3 столбика без накида. Вновь делаем прибавку 2 столбика без накида в одно основание и затем 3 столбика без накида. И последняя прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Далее 15 столбиков без накида. Делаем прибавки с другой стороны. 2 столбика без накида в одно основание. Затем 3 столбика без накида. Вторая прибавка 2 столбика без накида в одно основание. И затем 3 столбика без накида. И последняя прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Закрываем 6-й ряд. Итого по окружности 54 петли. Далее продолжаем вязать 15 рядов по 54 петли. Итак, мы закончили 15 рядов без прибавок. И всего от начала ряда 21 ряд. Вы можете выбрать, какая сторона у вас будет наружней. Я выбрала изнанку снаружи. Давайте измеряем нашу сумочку. Высота 21 сантиметр и ширина 29 сантиметров. В конце кончик нити отрезаем и последнюю петельку закрываем.
Вводим крючок под первую петлю, заводим нитку под петлю и затем вводим крючок в середину последней петли и заводим нитку в середину последней петли. И кончик нити можно спрятать внутри петель последнего ряда. Для этого я использую крючок номер 4. Далее вяжем крючком клапан для сумки. Берем фантазийную пряжу и одну нитку пряжи Yarn Art Jeans Plus. Набираем цепочку 16 воздушных петель. Вяжем крючком первый ряд, пропускаем первую петлю, вводим крючок за одну полупетельку следующей петли и вяжем столбик без накида. И так вяжем до конца ряда 15 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Вяжем крючком второй ряд. Вводим крючок за обе полупетли и вяжем крючком 15 столбиков без накида. Далее продолжаем вязать крючком такой же узор, всего 9 рядов. Мы закончили, связали крючком 9 рядов по 15 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем крючком 10 ряд. Вначале делаем убавку. Из 2 петель вяжем крючком 1 столбик без накида. Затем 11 столбиков без накида. В конце остаются 2 петли, из них мы тоже делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Итого у нас 13 петель. В следующем ряду опять делаем убавку, 1 столбик без накида из 2. Затем 9 столбиков без накида. Из последних 2 петель вяжем крючком убавку, 1 столбик без накида из 2. Отрезаем кончик нити. С помощью тонкого крючка прячем кончик нити внутри петель
последнего ряда. Далее мы вяжем вокруг клапана. Мы берем 2 нити Yarn Art Jeans и 2 нити Yarn Art Mink. Берем левый верхний угол, оставляем короткий кончик и делаем воздушную петлю. Затем вводим крючок опять в эту же петлю и, начиная с нее, по боковой стороне клапана вяжем крючком 10 столбиков без накида. При этом кончик нити прячем внутри петель. Далее на углу мы делаем прибавку 3 столбика без накида в одно основание. Далее вяжем крючком 9 столбиков без накида. Последнюю петлю делаем прибавку 3 столбика без накида в одно основание. Далее 10 столбиков без накида. В угловую петлю делаем прибавку 3 столбика без накида в одно основание. Далее продолжаем 13 столбиков без накида. В основании первой петли вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Закрываем ряд, первую петлю делаем соединительный столбик и воздушную петлю. По задней части сумки отмечаем 17 петель ровно посередине. Отрезаем одну ниточку Yarn Art Mink. И далее оставшимися ниточками мы продолжаем вязать крючком. Давайте сделаем еще одну воздушную петлю. Это у нас лицевая сторона вязания, и она у нас будет находиться внутри клапана. Прикладываем клапан к сумке таким образом, чтобы изнаночная сторона смотрела наружу. Присоединяем клапан к сумке на первую петлю, на которую установлен маркер. Делаем воздушную петельку. Далее вводим крючок опять в эту же петлю и в первую петлю на клапане. Вяжем крючком столбиками без накида всего 17 петель.
Довязываем до конца ряда. Мы должны закончить на средней из 3 петель прибавки. Итак, мы связали крючком 17 столбиков без накида. Отрезаем нитку, прячем кончик нити внутри петель последнего ряда. Давайте измерим длину сумки, по которой мы будем вырезать канву. У меня это получилось 41 сантиметр. И ширина примерно 17 сантиметров. Точно такого же размера измеряем прямоугольник на канве. Вырезаем прямоугольник из канвы. Вкладываем канву внутрь сумочки. Далее маркерами присоединяем углы канвы к сумке ровно посередине, таким образом, чтобы мы использовали 17 петель. По бокам у меня осталось по 10 петель слева и справа. Берем новую рабочую нить и тонкий крючок. Заводим крючок через петли на сумке и на канве. И вяжем крючком соединительными столбиками через отверстия на канве и через петли на сумке. При этом у меня получилось так, что я не ввожу крючок в каждое отверстие на канве. Там нужно равномерно распределить. Иногда это будет через одно отверстие, иногда в каждое. Просто нужно равномерно распределить. Но при этом я использую каждую петельку на сумке.
И далее там, где нет канвы, мы просто вяжем соединительными столбиками каждую петлю на сумке. Теперь точно так же мы вводим крючок и вяжем соединительными столбиками со стороны клапана. И далее продолжаем самостоятельно до конца ряда. Мы закончили. В конце ниточку отрезаем и закрываем последнюю петлю. Далее мы устанавливаем портфельный замочек на клапан сумки. Я измеряю клапан, чтобы найти середину. И ровно посередине устанавливаю верхнюю часть портфельного замка. Затем беру нижнюю часть замка, снимаю заднюю панель. Определяю, где должна располагаться нижняя часть портфельного замка.
Если усики на замке не проходят через всю толщину сумки, тогда используем такой лайфхак. Берем дополнительную нить, закрепляем ее на усиках портфельного замка и уже концы ниток продеваем через полотно сумки. С помощью тонкого крючка заводим нитки внутрь сумки. И затем нам нужно связать нитки внутри сумки между собой. Кончики нити отрезаем. Далее вяжем ремешок для сумки. Берем одну ниточку Yarnart Mink и две ниточки Yarnart Jeans. Берем тонкий крючок номер 4, оставляем длинный кончик 20 сантиметров, делаем узелок, затем набираем цепочку 5 воздушных петель, пропускаем первую петлю и вяжем крючком 4 столбика без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. И далее во всех последующих рядах точно так же вяжем крючком по 4 столбика без накида в каждом ряду. Всего у меня получилось 80 рядов. При этом я использовала всю пряжу. Если у вас остается больше пряжи, вы можете связать крючком более длинный ремешок. Либо если у вас осталось меньше пряжи, вы можете связать крючком ремешок покороче. Я закончила. Связала крючком ремешок, 80 рядов. И вот столько нитки у меня осталось. Этого как раз хватит, чтобы пришить карабины. По длине получается примерно 75-80 сантиметров. В конце делаем воздушную петельку и закрываем последнюю петлю. Далее мы берем карабин, прикладываем его позади ручки сумки и через последние петли шьем оставшейся ниткой, пришиваем карабин к сумочке. В каждое отверстие делаем по 2 стежка. И затем кончик нити нужно спрятать внутри петель последнего ряда.
Точно так же пришиваем второй карабин. Мы закончили, пришили оба карабина к ручке сумки. Теперь берем наши кольца и продеваем их наверху сумки по боковым сторонам через 4 отверстия. Далее к кольцам присоединяем карабины. И вот наша сумочка полностью готова. Я также сшила подкладку для сумки. В описании под видео я оставлю ссылку на другой видео мастер-класс, где вы можете посмотреть, как шить подкладку для такой модели сумки. Давайте измерим нашу сумочку. Получается ширина 25 сантиметров, высота 24 сантиметра и длина ремешка 85 сантиметров. Надеюсь, вам понравился этот видео мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал, также на мой инстаграм Нитка.kz и делитесь вашими работами, фото и видео. Мне будет очень приятно увидеть. Я желаю вам приятного вязания и до новых встреч!